I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Итак, всем добрый вечер. Добро пожаловать на стримчик. Стримчик, как вы видите, сегодня опять-таки в гостях. Специальный гость. Уже наш такая форматик такой собрали, подобрали. Так, у меня камера почему не работает. Сейчас мы это все сделаем. Добро пожаловать всем. Присаживайтесь поудобнее. Посмотрим сейчас, как нам будет человек отвечать. Будет очень интересно. Надеюсь на это на все. Конечно же, специальный гость сегодня у нас Вахрам, ютубер. Пока еще не стример, но это только пока. Так что надеемся скоро же, конечно же, его увидеть именно в этих рядах стримерских. Сейчас я небольшую секундочку попрошу. Сделаем кое-что. Настройка стрима во время стрима еще никто не отменял. Так, вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь все, можешь приветствовать всех. Ты здесь? Да, всем привет, ребята. Так. Ну, скажи еще что-нибудь. Спасибо вам огромное, то, что пригласили снова на канал. Да, вот он здесь. Серег, всех привет. Серег, здоров тебе. Всем добро пожаловать. Пообщаемся, поразговариваем, задаем вопросики. Меня интересуют некоторые вопросики. Именно вопросики, конечно же, задаем нашим гостям. Именно по этим всем планам, то есть по ютубным делам, там каким-то стримерским и т.д. и т.п. А точнее, я
Да что ты будешь делать? На днях абсолютно задавал эти вопросы Чиканогичу нашему, Чиканогиусу, Чикакок, Чиканок, Чикан, все его называют именно вот так. И сегодня же те же самые вопросы будем задавать, конечно же, мы Бахраму. И так, первое, конечно же, точнее не вопрос, это будет даже первый такой пункт, где просто представься, как тебя зовут, и, ну, представься на свой вкус и цвет. Просто представься, чтобы все знали, с кем мы сейчас имеем дело. Описание, конечно же, не забываем. Представляйся. Меня зовут Анатолий. Вот. Фамилия, то есть канал почему Вахрам, потому что у меня фамилия так начинается. Мгм. Ну, то есть, есть какой-то заложенный какой-то такой контекст. Вот я тоже об этом задавался, кстати, вопросом. Ну ладно. Что-нибудь еще о себе, кроме имени, есть интерес рассказать? Так вкратце Ой, прям. хочу рассказать поподробнее историю о том, то, что как я, в общем, познакомился с Ютубом. Совершенно, как сказать, случайно. Я общался, в общем, со знакомым, и мы решили, в общем, вместе создать, в общем, с ним канал. Канал, я тогда помню, это был ТВ Лектор. Мы записывали туда... Нет, не Вахрамов. Кстати, да, Вахрамов же тоже такой есть блогер, правильно? Нет, тут Варламов того, извиняюсь, Вахрамович. Серег тебе уже задает... ладно, рассказывай. Я буду смотреть так на чат, но ты рассказывай свою историю, как, чего и почему, о себе представься, то есть давай вкратце. Ну да, ТВ Лектор, в общем, мы записывали всякие интересные шутки там, в основном это было связано, в общем, с каким-то там общением, там и так далее. Но тогда случилась одна ситуация, знакомый попал в больницу, и, конечно же, получилось так, что канал остался на мне. И я тогда попробовал, в общем, начать стримить игры. Угу. Как только начал я стримить игры, стали набираться, в общем, просмотры. Ну, конечно же, с часами были проблемы. Ну, бывает такая тема. Люди не смотрели, да, вот. И потом мы стримили игры, потом купил я компьютер, и уже на компьютере стал, в общем, стримить CSGO. В общем, я в нее стал играть, и играл я очень хорошо. Ну, поначалу плохо, потом уже отлично, все лучше и лучше. И тогда я уже познакомился с монтажной программкой, то есть это Movavi, и я уже потом стал, короче, делать свой пробный, я потом сделал свое пробное, в общем, видео я сплел, в общем, сделал, в общем, такой мувик. Угу. Потом все стало намного все лучше и лучше. Потом так случилось, я снова познакомился с одним человеком, и как-то вот лучше как-то стало уже вроде как все улучшаться по возможности. Но это было, так сказать, вне правил Ютуба это было накрученное тем знакомым просмотры и все такое. То есть мы, короче, создавали вроде как, казалось бы, шоу, но в основном она была заковыкой. То есть я уже прекрасно понимал, что откуда идут проблемы. Угу. И мне пришлось этого человека послать, короче, подальше лесом. Вот, так случилось. Потом я задвинул свои дела, короче, с Ютубом, потому что пошли кое-какие проблемы. Я стал заниматься совсем другими делами. Я стал писать песни. Вот, прошлым летом вот я написал песню. Ну и, конечно же, вот с этими вот проблемками, да, вот с этим Ютубом я тоже познакомился с одним человеком. Ну, это тот самый Гудмэр, в общем, и мы с ним, в общем, начали сами вот лично вот снимать. То есть, да, там, то есть я у него на канале был в качестве, в общем, актера.
То есть мы там планировали какие-то шутки, мы планировали какую-то концепцию, и из этого всего мы делали, в общем, какое-то комедийное представление. А, то есть пробовали уже прям какие-то такие проекты режиссерские прям. То есть, Да, 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 именно. Ну и также человек у меня занимался созданием игр, и мы хотели уже что-то интересное, как что-то такое интересное уже запускать. Ну, для запуска нужно было, в общем, сценарий и прочее. Ну, так как я ему показал, короче, свои обзоры, которые я сделал тогда в прошлом на канале, м, он говорит, напиши сценарий, в общем. И я написал сценарий. То есть два проекта, они в облаке уже, то есть как бы уже создавались и будут дальше пересоздаваться. Но пока это дело очередное висит, потому что у Гудмера еще проблемы есть, то есть это экзамены, проблема с да, 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 да. монитором. А, ну то есть, И да, несколько проблем, даже не одна. да, да, и он будет это все дело возобновлять. А дальше уже я решил попробовать уже что-то интересное, как бы для себя, уже потихоньку стал уже к этому идти. Да. А, Запустил я свою любимую классику. Это Поругаться на Ютубе. это Hitman 2 Бесшумный убийца называется. О, о. Да, и я решил, в общем, разбор полетов, вот это все это делать, вот эта тематика вся интересная, там необходимая, там, ну, то есть это все без этого, без какой-либо лексики, там, и всего этого, без ненормативной, то есть это все объяснять. Ну, я уже потом видел, что какие-то проблемы идут с этим всем делом, и надо что-то в этом всем менять. То есть нужно было какие-то дубли запускать, которые могли быть за кадром, они были необычные, они, конечно, были там с бомбежкой, но я тогда предупреждал это все дело. И Да. потихоньку я вот именно к этому и шел. Шел, то есть сначала там записывал там какую-то комедию, да, там неудачных дублей, а потом уже показывал именно, что из себя представляет уровень и как его можно интересно, да, пройти. Потом случилась такая ситуация. У меня старый подписчик со мной списался. Мы с ним договорились, я такой говорю, давай я, в общем, проведу с тобой стрим. Стрим, ты посмотришь, в общем, и мы там поугараем, посидим, там все такое. Он говорит, да, да, хорошо, давай. И вот он ко мне заходил, и я понимаю, что он уже смеется, то есть над рандомными такими, да, вещами, там, шутками и так далее, которые я, в общем, даже не писал в какой-либо сценарий. И я подумал, что все-таки пора уже как-то что-то уже делать, какую-то вводить, короче, тематику именно в YouTube. И я, в общем, стал заниматься нарезками на YouTube. В общем, да. М, Поначалу, как оно было, то есть записывал так, просто то, что какая-то комедия, раз там переход, потом раз другой на другой кадр. мгм. И потом я начал ко всему этому присматриваться, ну, то есть, потому что я уже научился уже всем этим заниматься делом, фотошопом, там вот это все, это, вот эти вот картинки вот эти вот вырезать. И я подумал, а почему бы взять вот эту вот концепцию и полностью ее не дособрать, то есть дособрать шуткой, и может быть вот это очень прекрасно, это выстрелит, да? Мгм. И уже с 4-м номером выпуска или с пятым номером выпуска я уже понял, что это реально круто, это работает, это Мгм. прикольно. Ну, не на всех кадрах это было собрано. И на 6-й части я решил все-таки это все дело дособирать. Потом я через какое-то время, может быть, прошло, я просто просматривал вот эти все эти видео и подумал, что все-таки интересно, то есть заглянул в аналитику, посмотрел, где пиковый кадр, какой там был, какой часто всего пересматривают, и я такой подумал, блин, а что если взять и не собрать, просто написать, ну, лучшую нарезку там какую-то, да, и уже из самых лучших кадров, которые пиковые, просто взять и собрать, и это все в сборник сложить. Да, именно. О, Брал Макс, То есть- привет. Я тебя хотел секундочку перебью. Наталья, Sunny Girl, Брал Макс, Серега, всем здравствуйте, всем добро пожаловать, присаживайтесь. Бахрам рассказывает о себе, ссылочка в закрепе, в чате.
Так что послушаем, что расскажет Вахрам, и я ему буду наводящие какие-то вопросы задавать. Продолжаем. Ну, за исключением этого, вы знаете, да, то, что я работаю, ну, а как же еще по-другому тут и никак, ничего не скажешь. Захожу, работаю, потом с работы прихожу, смотрю интересных ребят, которые мне очень сильно понравились, и я их всячески, в общем, буду поддерживать, потому что мне нравится их тематика, они прикольные. М. Один такой случай был интересный. На канале, в общем, Бархатова Play Мгм. заходил, смотрю, Лиза Геймс, в общем, там в чате. Мне интересно было посмотреть, такой думаю, посмотрю, Мгм. гляну. Захожу, в общем, на канал к ней, смотрю видео, шумы идут, в общем. Ну, я такой подумал, такой думаю, блин, я хочу помочь человеку, как мне так сделать, чтобы она действительно меня, ну, поняла, как бы, о чем я веду речь, в общем, да. Вот. И там, в общем, в чате произошла такая ситуация, в общем, сцепка произошла, то есть меня восприняли как хейтера. Э, Там, по-моему, если не ошибаюсь, да, невезище был, да, вот, и у меня, в общем, там начинается вот эта вся эта дебрь, вот это вот, то есть я там уже говорят, то, что я там хейтер, то есть там все нормально, со звуком все плохо, т-т-т-т-т-т. И в конечном итоге я все-таки как что в знак, то, что я хочу ей помочь, я подписался к ней на канал, написал ей там все вот эти вот, все М. проблемы. Она меня услышала, и в итоге, в общем, получилось так, она начала запускать стримы уже. И стримы, они очень классные получаются. Я действительно, я очень сильно, я когда это, то есть я проникаю, когда в стрим, да, очень прикольно это все смотрится, чат бежит, все вот это вот, ну, блин, круто на самом деле, очень круто. М. Э, вот так вот и познакомился так еще с одним, в общем, стримером. Вот Мне понравилось. отлично. Да, но так, в принципе, и работает, вот эти знакомства. Я думаю, также ты познакомился с многими из нас, кто сейчас присутствует и в чате, и у тебя на канале. Частенько отмечаются в комментариях. Мотивация. Второй мой пункт, то есть мой вопрос к тебе. Мотивация. Что тебя мотивирует на все это? Ну, то есть твоя мотивация в этом всем. Мотивация. Я когда начинал свою деятельность, да, на Ютубе, ну, можно сказать, ну как, просто вот уже Первые начинал, шаги. вот просто вот такой вот маленький человек, да, зашел я на канал такого очень знаменитого блогера, как Полезный бес. Мгм. Вот, я у него очень много смотрел интересного, как бы, и он то, что как монтирует, ну, это было круто, и в основном, как он ведет шутки, это тоже прекрасно, и я увидел то, что он тоже как бы пишет, то есть также сценарии, и Мгм. я, собственно, тоже этим начал заниматься. То есть я бывает, допустим, чтобы как-то подтянуть, да, какой-нибудь там вид, как бы, да, сценариев там, да, я обычно люблю заходить в Яндекс, сейчас даже стало. Вот у Мгм. меня вот в Яндекс.Дзен есть а, свой аккаунт, и там бывает то, что ну, захожу там, да, игры там какие-нибудь там, и вот этот вот отзывник. Но я отзыв не люблю там составлять с 3 слов. Я обычно вот полностью все вот это вот, как бы свои вот эти вот, то, что я чувствовал к игре там, да, Мгм. это все, полностью все это вписываю туда и отправляю. Вот там была такая интересная классика, сейчас тоже она классная. Герои меча и магии 3. Я написал отзыв, обалденный отзыв. В общем, где-то, не знаю, где-то 2 недели я не заглядывал туда. Я смотрю, бац, 43 лайка. Я такой думаю, чего? Э, И самое, что интересное, мне теперь Яндекс запрещает писать, короче, отзывы по играм. То есть сейчас там уже остались фильмы. Да что такое? Да, я не могу просто, он мне просто пишет то, что я должен оценивать других ребят, оценивать других там, ну, совершенно невозможно. Там просто в 3-4 слова написан отзыв и все.
Ну, это как бы, да, 3-4 слова я это не считаю. Я это считаю так же, как вот есть товарищи на ютубе, которые просто копируют один и тот же комментарий и рассылают его 500 раз. Это даже YouTube, я пробовал такую тему, просто интересно было, что сделает YouTube. Он тебя кидает рано или поздно в спам за такие вещи. О, Сириус Сэм, помойка, у меня к тебе отдельный разговор. Я надеюсь, ты еще будешь долго в интернете сегодня. Ты намек понимаешь мой? Брал Макс, подожди, пожалуйста, всему свое время. Мы сейчас разговариваем здесь Денис, с привет. Толяном. Анатолий, Давид, привет. Денчик, здорово. С гаечным ключом. Я очень рад, что ты забежал. Очень этому рад. Мы давай попозже с тобой, после того, как мы договорим вот это все дело, оставайся с нами, и мы обязательно с тобой свяжемся. Манго, да ладно, я прям очень рад. Здрасте, я очень рад, что ты забежала в гости. Очень. Так, мотивация, понятно мне с этим всем. Третий пункт в моем таком маленьком допросе, называйте как хотите, называйте это подкастом, называйте это вот здесь вот поговорим или не поговорим. ХДДДДД, не знаю, что это обозначает, но, скорее всего, ты меня понял. Комментарии. Я сейчас нечаянно вот вообще прям не специально задел слово комментарий до этого, когда начал говорить. Что ты, как сказать, как ты относишься к комментариям? Точнее, отвечаешь ли ты на все комментарии, смотришь ли ты комментарии? Сам я понял, ты уже пишешь комментарии тоже охотно, я это вижу, и у меня на канале вижу. Комментарии, вот возьмем сейчас большое глобальное слово комментарии. Пожалуйста, несколько слов к этому. Да, конечно, на комментарии, они без этого, ну, как говорится, невозможны, потому что тебе пишет как бы человек, ты должен показать для этого уважение к нему, то есть и писать, короче, и как бы и написать, допустим, ответить комментарий именно, чтобы он понял, что ты именно за человек, то есть вот так вот. Вот. То есть с таким общением он начинает как бы и приходит как бы сближение, допустим, к аудитории. Я считаю так, потому что без комментариев, ну, невозможно что-либо. Конечно, я отвечаю на комментарии. Вот. Ну, то есть, да, отвечаешь на комментарии, как бы ты прям все комментарии отвечаешь, или есть такие, которые ты прям как-то не воспринимал всерьез, или на какие-то, может, как-то реагировал по-своему. Бывало такое у тебя, скажем так? Ну, то есть какие-то комментарии были, которые как-то могли задеть, или не знаю. То есть, ну, люди, ты сам знаешь, пишут разные, люди разные, всяк бывает. Ну, нет, реакции были в основном, ну, как бы приятные. Ну, у меня есть там, назовем то, что друг, да, он, конечно, обратил внимание, там, когда написал комментарий, да, но ничего страшного, я вот просто ответил то, что там, ну, как говорится, на свой вкус и цвет товарища нет. Да, согласен. Было такое дело, написал, да, то, что там кое-какие где-то комедия какая-то не зашла. Мы тогда с ним, в общем, разговорились, он мне позвонил по телефону, мы с ним поговорили. И он мне рассказал то, что там я, ну, там, ну, неаккуратно там, да, вырезал там эту, ну, в общем, там картинку. Ну, я ему сказал, ну, я сказал, слушай, я просто не понимаю, то есть она была в квадрате, и фон белый, и я кое-как, в общем, кое-как ластиком этим дорабатывал эту картинку. Но я просто уже не знаю, я просто не видел уже, то есть, когда я занимался этой картинкой, я убил очень много времени. И когда я на это посмотрел, я уже думаю, как говорится, есть такой мультик, да, там этот мальчик дрова забрасывает в печку, да, и так сойдет. Да. Ты когда пирожки жарил. Но это Вовка в тридевятом царстве, я это помню отлично. Это самый Да. классный такой советский мультик, который, в принципе, очень такой, я бы даже сказал, поучительный, потому что если не будешь трудиться, то есть и плодов ты не увидишь. Он так и говорил. И так сойдет, вот именно. И как он говорил, так оно и получилось. Плохо, когда YouTube смешивается с личной жизнью. Да, это раз. Помойка классно написал. На вкус и цвет фломастеры разные.
И в этом тоже что-то есть. Я это слышал предложение несколько раз. Точнее, такую, да, цитату. Покупать, накручивать это вообще ни к чему смысла нету. Портит алгоритм, статистику канала. Да, Наталья, у нас есть такая тема. Иногда мы, бывает, после стрима заходим к другим каналам, к друзьям, к нашим общим, и смотрим, чем они занимаются. То есть смотрим на статистику, как у них это все работает. И несколько раз столкнулись с тем, что была прям жесткая накрутка. Это реально есть. И накрутка, конечно, никогда ничего кому хорошего не делала. Кто думает, что это все круто, то есть покупаете подписчиков, накручиваете чего-то, это их мнение. Но YouTube намного стал умнее, чем 10 лет назад, и это все больше не работает. Деньги на ветер, только еще хуже. Тебя еще хуже забанят. Так, с комментариями понятно. Вопрос, или даже не буду называть это вопросом, поскольку мы здесь сидим в такой обстановке, общаемся как бы домашней, я бы сказал, да. Ты у меня на канале, я у тебя на канале, как ты видишь, если ты видишь с YouTube, ну, без звука наш стримчик. Как познакомился ты с драйвером? Все случилось очень интересно. Мне так случилось. Я был в сообществе стримеров. Но там в основном такое сообщество было очень, скажем так, некорректное. Они думали только сами за себя. Вот, то есть вы подписываетесь типа на меня, да, и там, в общем, никто не заходил, никто не поддерживал, все такое. Я прекрасно это понимал, я был очень умный к этому делу. Но там в основном меня очень сильно я присмотрелся к одному парню, это как раз вот кухня контента. Вот, и мы тогда с ним, в общем, начали, в общем, как-то дружить, как-то смотреть, короче, видео, и я тогда, в общем, у меня были проблемы тогда, я тогда услышал, что с Ютубом уже проблемы начались, да, я уже хотел уже на траву переходить, вот, и он познакомил меня как раз с Чеканок Star Super, в общем, мы с ним тогда созвонились, поговорили, пообщались, и он мне тогда сказал такую интересную вещь, то есть он говорит, да, я тебе укажу дверь, да, чтобы у тебя все лучше, все хорошо было, ну, тебе решать, открывать ее тебе или нет. Вот. И вот так вот мы, короче, вот я к нему вот на стрим вот пришел, и вот так вот получилось то, что и потихоньку, в общем, я с тобой тоже познакомился, а потом уже с остальными ребятами уже. Да, я как помню, мне Илья и показал, то есть ты когда присоединился к Дискорду, если кого-то я добавляю к Дискорду или Илья, мы с друг другом это как бы обсуждаем, мы очень плотно общаемся, то есть в приват, то есть вне стрима, а это очень часто происходит, если у него был стрим или у меня. Мы еще после стрима сидим, созваниваемся и, знаешь, такое делаем. Работу над ошибками, что ли, или просто с друг другом пообщаемся, чтобы чуть-чуть разрядиться, потому что бывает стрим заканчивается, а чем он дольше, тем хуже. И бывает такое. В чем... Я сейчас, ребята, обязательно чат прочитаю. Я вижу, что вы пишете умные вещи. И я сейчас к вам обязательно вернусь. И просто хотел несколько вопросов еще... как сказать, обсудить здесь с Анатолием, и, соответственно, я к вам перейду. Я даже сейчас сижу, разговариваю и отвечаю на комментарии. И если бы вы знали, чем я занимаюсь. Да, все это понятно. Вот так же, в принципе, как ты познакомился с нами, так, в принципе, мы знакомимся с вами, со всеми. Такое же было дело, вот как сейчас Серега в чате находится. Серега живет абсолютно недалеко по немецким меркам от меня. И вот у него был до этого сегодня стрим, часика-два назад. К нему пришла вторая половинка, все, то есть там жена, да, все, у него стрим закончил. Но я все это время, пока у него был стрим, я был с ним, я сидел, занимался делами вот этими, там, монтаж, плюс обрабатывал какие-то комментарии, ставил титры, все вот это подготавливал, стримчик, с тобой созвонился, вот этот все, весь пакет, был ужин, и теперь мы сидим здесь, общаемся, то есть такое, да, мульти стараешься и там вроде успеть, и здесь,
И как-то это вот так работает. И утром уже такая утренняя пробежка у меня стала, просыпаешься, раньше кофе и курятина, а теперь как раз таки отвечаем на комментарии, пьем кофе, чистим зубы. Дожили. Ну, такое общение такое с подписчиками. Пятый пункт в нашем таком разговорном стримчике – это твои цели на будущее. Мои цели на будущее. Да, цели на будущее. Ну, то есть цель, сейчас цель или вот что ты хочешь. Я, допустим, Чекана спросил, я очень такое важно, ну, не важно, даже очень простую вещь. Мы делали, это было у него 17-18 мая, сейчас не помню. То есть я ему говорю, давай, допустим, вот сейчас 20 мая, правильно, 22 год. Где ты себя видишь в будущем 20 мая 23 года? Что ты думаешь сможешь изменить за год? Кроме Ну, я думаю, чтобы все, конечно же, сбылось, чтобы там, возможно, чтобы жизнь стала намного лучше. Больше аудитория, в общем, также заходила на канал, то есть, да, и как бы и в основном даже к остальным ребятам, потому что они прокачиваются, они делают тоже себя лучше, и я готов к тем ребятам, которым я проникся, тоже показать им всякие интересные вещи, то есть показать, рассказать, помочь, настроить и так далее, чтобы у них все процветало, все хорошо, то есть потому что сообщество Ютуба это такая вещь, то есть если, то есть ребята становятся сильнее, да, то есть в этом плане, Мгм. то и ты становишься как бы сильнее, я так считаю. Да. Вот. Ну, не сильнее, а я имею в виду в том плане то, что, как бы сказать, чтобы было у них тоже много аудиторий. Мгм. Ну, аудитория, вот насчет накруток захватим. Ну, Сергей писал. Не, я понимаю, я про настоящую имеешь аудиторию, понятное дело, твоя, то есть, ну, твой пункт я понял. Сергей писал, то, что был у стримера, у которого было 4000 подписчиков, почему-то на стриме у него всегда было 3-5 зрителей. Здесь простая тема. Насчет этого у меня очень все просто уже сложилось. В принципе, кто так думает, тот, в принципе, понимает, о чем речь. То есть, это, во-первых, вот эти вот самые ненужные взаимщики, от которых все равно толку не будет. То есть, они пришли, подписались когда-то, YouTube их не отписал, и хорошо, то есть, для счетчика. А во-вторых, кто еще? Накрутка на букву N. Очень плохое слово. Все. Взаимка таковое дело. То есть мы вот в чате сейчас находятся, кто люди, мы друг у друга реальные взаимщики, но мы настоящие. То есть нас тут человек 20, 30, 40, которые есть, которые друг другу периодически там 3-4 раза в неделю, а то и 6 раз в неделю, зависит от человека, зависит от его времени, от его общества, то есть от его свободного времени, да, он присутствует у тебя на канале, да, тот или иной, он или она. А большинство взаимщиков, это, которые помладше, они сделают тебе с удовольствием, конечно, взаимку, если ты им сделаешь там какую-то там подписку, комментарий, но как след того, конечно же, у тебя другая сторона весов, что они один раз подписались, и вряд ли они еще раз зайдут на контент посмотреть, на твой канал, и это получается такая мертвая подписка. Вроде бы число есть, а как таковой счетчик пустой. Ну, то есть у тебя стримчик, а на стримчике 2 человека, а вроде бы подписчиков много, но им не интересен твой контент. Они хотели просто, чтобы ты подписался на их канал, и это все. То есть это вся их не была цель. Это очень, конечно же, печально. Это да. Будущее, это я просто сказал то, что про YouTube, но очень много есть интересных у меня тоже проектов ко мне. Да, конечно, может говорить. Скажи вне Ютуба, скажи. Ко мне недавно заходил тренер, да, вне Ютуба. Ко мне недавно заходил тренер, и он предложил один проект. Вот, и действительно так случилось, то, что я видеомонтажом стал заниматься и прочим. То есть он говорит, то, что есть интересный там человек, и нужно, в общем, как-то рекламировать, пропагандировать, в общем, это Федерацию Цюшинген. Угу. Цюшинген — это карате, в общем. Они пока что никто не знает, но в конечном итоге потихоньку... Ну, то есть есть шанс записать какой-то рекламный видеоролик, тебе сделать, смонтировать? Мы будем выпускать, да, эти проекты и так далее. И поэтому Супер. есть этот человек, который будет меня
даже поправлять, где-то, может быть, где-то я, может быть, какие-то буду делать ошибки, чтобы он мне, то есть, показал, пояснил, и в основном это классно, что я буду учиться, как бы, да, и потом, может быть, даже и ребятам, в общем, если что, помогу там, и им это все покажу и поставлю. То есть, вот. Еще интересные проекты есть. Я, как сценарист, в общем, мне тогда, в общем, друг позвонил и сказал, что очень сильно заинтересована одна компания, она занимается, в общем, это сериалами, в общем, там нужно будет, короче, написать сценарий. Я надеюсь, это все-таки совершится. Ну вот, допустим, да, то есть мелкими-мелкими шагами есть какая-то цель, есть какое-то направление. Почему бы и нет? Интересно было поработать в команде, да, там сценарий, там операторы, все дела. То есть как монтажер, там получается у вас как в команде, да, там 5... Не сразу получилось то, что стал сценарий писать, просто тогда так вышло. На нервной почве я потерялся, в общем, из виду. Из жизни просто ушел, и я, когда начал писать, я понял, что я могу, то, что я пишу, я могу видеть как, допустим, как в фильме. То Да. есть, вот, брать, сопереживать с героем, писать, возможно, и там интересные сюжеты и Да. прочее. То есть я мог бы сейчас очень много чего написать, но, к сожалению, тогда у нас с игрой кое-какое приостановление произошло. Так, мне Серега пишет: Толя, ты кто по профессии? Я много чего, но я в основном, я стараюсь как бы поддерживать себя в творчестве, а так по профессии пока что я просто работаю, чтобы хоть какие-то деньги были. Это не моя основная профессия. Правильно. Правильно, надо стремиться к чему-то другому. Если тебе будет нравиться, это ты будешь делать по кайфу, то, что тебе реально нравится, это будет совсем по-другому выглядеть. То есть, да, а вот это, что финансовое, как бы сказать, если ты будешь хорошо это делать, финансовая какая-то там плюс больше будет, это будет твой бонус. Бери это всегда за бонус. Также, ребят, как вы берите YouTube за бонус. То есть мы сейчас общаемся, там играем, проводим стримы по играм. Анатолий делает, допустим, нарезочки, чем я тоже очень охотно занимаюсь. Мне прям нравится, когда где-то что-то получается, какие-то монтажные вот эти штучки, прям под музычку. Прям мне это очень нравится. И здесь как бы не идет дело о заработке. То есть берите это как бонус. То есть когда-нибудь, если это сработает, просто это будет вам бонусом в копилку. А именно что смотреть, что вот, я сейчас тут буду зарабатывать. Но это, к сожалению, совсем не так работает, как многие себе представляли. Как бы вы этого не хотели. Ну, учился у меня техническое образование есть. На станочника широкого профиля я выучился после школы. Насильно, конечно же, потому что я тогда не знал, чего я хочу. Но все равно образование есть. Я не понимал, чего я от жизни хочу, в общем, но мне эта штука не нравилась. Вот. Потом закинули меня на работу, я в ТКОМ пошел. Сначала я в Сведут пошел, там с досками, в общем, всякая эта дичь была. Неприятная работа, главное, чтобы в кармане просто деньги были и все. Потом, после 2 года назад она закрылась. Я перебрался в ТКОМ, и я потом обучился, в общем, по пилам, в общем, металл резал. Тоже ну, как бы, по идее, есть время, где отдохнуть, но платили так себе, ну, не очень, я бы даже сказал. Потом через какое-то время с работы ушел, подался, в общем, подался, в общем, на другую работу. Там у меня, к сожалению, не вышло. И вот я перебрался снова к себе в родной город, и вот нашел работу, какая есть, в общем, и потом уже начал, вот теперь снова работаю, как бы, чтобы как-то моральный дух какой-то был, делать дальше, заниматься ютубом, потому что тогда, когда без работы был, я год без работы был, кстати, это уже, конечно, совсем по-другому. Не было желания вообще ничего делать. То есть не было настроения, ничего не было. Как будто бы ты просто болтаешься, как амеба в этой жизни. Да. Это, конечно, да. Все понятно. Просто что вот если ты будешь, да, работа не было, то есть здесь чуть другая тема. Без, конечно, финансовой какой-то поддержки это тяжело.
Абсолютно согласен. Но иногда, конечно, надо же какие-то пороги переступать, то есть двигаться дальше. Лучше там годик-два поработать, где будет чуть меньше платить, чтобы что-то выучить, и потом, соответственно, будет тебе опять же бонус, буду где-то платить больше. Есть такое. Я тоже как бы, ну, не сразу пошел на работу, и мне прям сразу платили столько, сколько сейчас платят. Да? Так что это такое дело, абсолютно тяжелый пункт. Хотел бы я на секундочку чатик прочитать. Наталья пишет, тут важно не только количество подписчиков, но и качество самого контента канала. Тогда и зрителей будет много, и актив в чате, натуральные подписчики иди. Да, привет, Гидробур, Серег, привет. Тот момент, когда цели нет, угорает помойка, как я понимаю. Серега, ну тут каждого разные взгляды насчет Ютуба. Да, не, Гидробур, Серега, я не играю, мы сидим, общаемся. Вахрам игрок в этой теме, то есть сейчас я показываю канал человека, ссылочка в закрепе в чате. Такие вот дела. И все. Серега, я... вот Серега спросил, только на кого учился. Спорт очень важен в такой ситуации. Ну да, в этом тоже что-то есть. Спорт разгружает чуть-чуть головной мозг, напрягает как бы физически там мускулы и так далее, да, и расслабляет вот это все. То есть морально тебя расслабляет, но напрягает чуть физически. Это как раз-таки в этом фишка спорт. Для меня YouTube как развлечение, пишет Наталья, позитивное времяпровождение. Я не гонюсь за подписчиками, но они сами ко мне идут, подписываются. Вот. Это, конечно, что именно это так есть, но это супер, да. Просто кто-то вот забегает к тебе, просит о какой-то взаимке, хотя потом как бы его нет у тебя на канале, а кто-то сидит там 20-30 подписчиков, играет как бы и общается со своими подписчиками. То есть, опять же, вернусь, что говорил Денчик, на вкус и цвет все фломастеры разные, да. Это как раз здесь подходит сильно. Как бы это хреново не звучало, вопрос, точнее, предпоследний пункт, что у меня есть к тебе. Я, в принципе, сейчас вот возьму так вот ютубчик, так прям раз, сейчас чисто твой канал. Я, кстати, заметил хорошую штучку, наконец-таки, то есть мы пообщались с тобой на Малави, я показывал канал, мы еще делали стримчик, до этого я делал «Делай добро» стрим показывал, и у тебя там было 26 подписок, когда мы познакомились, сейчас 42, то есть какой-то прогресс пошел. То есть какие-то подписчики, смотрю, вот субтитры поставил, просмотры, респект. Мне очень нравится это развитие. То есть за каких-то там 10 дней, за 2 недели более 200 просмотров. Сейчас уже ролик набрал. То есть есть в этих роликах, в будущее, в этом контенте, я его вижу. Да, я не знаю, конечно же, тут такой тяжелый вопрос, с чем это связано. Классная превьюшка или все-таки люди больше сконцентрировались на том, что ты там рассказывал и показывал. Да, то есть какое удержание на ролике, я не знаю, но, по крайней мере, просмотры уже изначально есть, и последний ролик, он прям превосходит все остальные, да, респект, то есть работает, это уже хорошо. Ну, мы тогда с тобой поразговаривали по поводу, в общем, тогда концепции, да, и я, в общем, это переигрывал у себя в голове, да, потом подумал, что все-таки надо как-то к этому идти иначе. Ну, да, то есть, ну, ты, конечно, у меня, может, какие-то моменты у меня прислушался, но, опять же, должен не останавливаться, как-то ты сам должен прогрессировать, то есть идти не только в ногу со временем, а наоборот, ставить этому времени задачи, цели какие-то и, допустим, делать себя примером, да, то есть я некоторые вещи вот людям сейчас показываю, там какие-то, может, банальные, которые на YouTube уже давно можно было настроить, но они этого не делали. А потом еще не удивляются, почему у меня то и то не работает. И контент этих людей мало кто знает, потому что они сами как бы его не показывали никому. А когда они первые ролики заливали, они были все равно неизвестными, это тяжело, да. Даже если у тебя есть 300 подписчиков, это все равно ни о чем не говорит, потому что я видел каналы, где далеко за 300 подписчиков или за 600. А там на роликах не такие просмотры, как у тебя, хотя у тебя только 42 подписчика, да, то есть здесь какая-то, ну, другая цель, другой контент, все по-другому, правильные настройки, правильный контент,
И опять же, я вижу, то есть, я вижу опять плоды нашего с тобой разговора, то, что ролик не 20 минут, не 18, а 12. То есть, вот она уже как бы, ну, ты уже идешь в том направлении, и ты сам видишь, что я тебе это говорил не просто так. То есть, у тебя ролик за 2 недели набирал просмотры, а теперь у тебя за 4 дня набрал еще больше, чем за 2 недели, да? То есть, ты сам видишь прогресс, это сейчас только. Юбер Сих Шихт, ой, ё-моё, Just Play, головоломка такая. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Потому что я поначалу смотрел так на это тоже, так с таким скептикой, как на какие-то некоторые ролики, хотя у них есть прогресс, но у тебя на роликах, допустим, Зифу, у тебя просмотров за 3 месяца набралось, как сейчас на последней нарезке 6 за 4 дня. Вот это прогресс, то есть, да, какие-то там доработки сделал, подсказки там, я не знаю, что там, теги правильные какие-то поставил, правильно? То есть какие-то пункты выбрал для себя важные, правильно поднастроил, и ты видишь, что это начинает работать. И я это вижу. И мне уже приятно, что это работает, да? То есть, и мы, в принципе, все так делаем. Вроде правильно. Юбах, да, что там правильно, не знаю. Как-то так. Что думаешь делать дальше? То есть, что думаешь делать дальше, я имею в виду какие-то новые проекты на YouTube или все-таки в следующие 10 видосов контента будут все-таки тоже нарезки или все-таки будешь себе пробовать в каком-то другом направлении? Не знаю, хотелось бы, конечно, постримить. Вот, человек, переманиваем человека на сторону стримера. Хотелось бы постримить, но, к сожалению, я не знаю, как он на стрим настраивается. У меня почему-то все так голое, так все получается. Я понимаю, что там надо очень всякие интересные одежки там настраивать, там и все вот это вот. И поэтому... Все очень просто. Да. И вот этот вот денежное вот это вот, как и там этот донат, да, вот это тоже. Это все делается 5 сек. Да. Дело не в этом даже. Но уже как бы есть такое, как сказать, мысль такая уже пролетала насчет стрима. Скажем так. Уже не на траве уже как-то делать, потому что мне все-таки YouTube тоже надо как-то же накапливать вот эти вот время там, да, часы там, вот это все. Это тоже нужно делать, и поэтому, в общем, ну, наверное, да, все-таки за стримчатки-то я возьмусь, закончу, в общем, нарезки делать. Потом в будущем. Будем очень рады, и также будем рады тебе помочь. У нас есть на Дискорде очень много людей, которые понимают в тех или иных настройках. Кто-то по звуку, кто-то по донейшн, кто-то по OBS шарит. Так что... А почему так лайков мало? Кто не поставил? Нют спрашивает. Я сегодня чуть с 2 метров не упал. Джаст аккуратнее. Я сегодня только гипс снял. Не надо падать. Это вообще будет очень нехорошо. Все аккуратнее, не спотыкайтесь, смотрите под ноги. То есть, если у тебя будут какие-то вопросы насчет настройки OBS, я себе даже скрины сделал настроек, более или менее, которые нужны, важны и так далее. И ты всегда знаешь, куда позвонить, спросить. То есть я чеканок. Камера просто это, да, рамочки на камеру можно скачать в 5 сек. Нужны были бы они или нет, это другой вопрос. Это уже потом надо смотреть по ходу пьесы, да. То есть кто-то прям с рамочками так перебарщивает, заходишь, прямо у тебя аж в глазах рябит. Извините, конечно, за выражение, но некоторые люди чуть-чуть тоже от реальности откосили и там прям перебарщивают со всей этой темой. Знаешь такое, как мы с тобой говорили насчет этой темы, краткость сестра таланта. И как бы такой особый, не особый, а такой простенький минимализм. Вот смотри, у меня сейчас на стриме, ты у меня на стриме смотришь, у меня несколько штучек от Donation, то есть где показаны какие-то донаты, кто мне присылал, то есть, ну, где мои друзья присылали донаты, которым всем за это огромнейшее спасибо. То есть 2 вставочки от Donation, и я. И ты, то есть твой канал, да, вот эти вот, у кого-то там 1 рамка, 2, там у кого-то там прям donation сверху бежит, снизу бежит. Ну, иногда это, конечно же, прям многовато, иногда надо с этим как бы, ну, я считаю, все-таки я, наверное, такой, я не знаю, как смотрю, может, ну, это по-другому, с другого такого, знаешь, ракурса, но лучше такой, как у нас говорят,
децент, такой минимализм, да, такой аккуратненько будет, но зато ты заходишь и тебе сразу же все понятно, а не вот это вот дискотека, вот это вот 80-х, вот эти вот рамки, такой максимализм в рамках, все неоновое. И есть, я видел стримеров, даже не из друзей подписчиков, то есть какие там в Англии, последний раз заходил, американцы, там вообще рамки прям набито, все там. Ты заходишь и такой думаешь, блин, куда я попал? Какая-то дискотека 80-х. Нюта пишет, а у меня с рамками чересчур. Нет, у тебя еще так на границе, я бы сказал. Я не чересчур все, у тебя все пока еще нормально. Я в том-то и говорю, дело, что не из друзей из круга, а вот именно я видел вообще с другой стороны, там зашел у человека, я думал, на дискотеку попал, если честно, да. Просто некоторые перебарщивают. Есть кто-то сделает красивую рамочку, есть кто-то красиво там вырезал, да. Я все-таки решил остаться на каком-то минимализме, тебе будет в OBS легче, проще, ты будешь знать уже, где у тебя какая сцена, источник и вставка, все правильно подписал, и ты будешь не путаться, ну, это когда вот так работает, больше это никак не назовешь. Так что это круто, что я тебя это все-таки услышал, я ждал этого, я тебя уже спрашивал несколько раз вне стрима, думаешь, не думаешь, что по этому поводу. И теперь все-таки ты сказал это, теперь все слышали, оставаясь на стриме, уже не отвертеться. То есть давай месяц-два, может неделя-две, не знаю, как у тебя получится. Ждем тебя, конечно же, в этих рядах стримерских. Меня вот так вот, я сам-то еще год этим не занимаюсь. Все равно, ну как-то работает, сам видишь, да? Всем, конечно... Ну да, там постримить там другую там игру, да, потом уже с нее уже нарезками заниматься. Вот. То есть в итоге это не просто там стрим будет какой-то там беззвучный там, да. Нет, стрим, эмоции. С долей комедии, конечно, это все будет, это разумеется. Это же круто. То есть ты сам себе... Так же с моей нарезки, что ты видишь, я драйвера делаю, да? Это же игры, которые я играл 3 месяца назад на PlayStation. Там у меня игр-то еще вагон. Я также играю, записываю, прям в OBS включил на запись. Она записалась. Проходит время, у меня есть контент, у меня есть файл, который я могу взять его и, допустим, 2-часовой файл, я его обработал, сделал с него там 5-6 минут, но зато приятно смотреть. Так, коротко и ясно, и понятно, что, да. Или же 10 минут. Все, есть. Just, здравствуй, Ку. Just пишет Ку. Вот и он, ленинградский почтальон. Just, здравствуй. Ну, это круто. То есть, будешь играть, у тебя будет стрим, сделаешь сразу же запись, и вот тебе, и, пожалуйста, твой контент. И это самое-самое круто. В планах потом большая работа, огромная работа. Вернусь, короче, к обзорам и буду полностью весь обзор, короче, по всей серии, в общем, Serious Sam делать. Вот. У меня, кстати, на днях присылали в Steam, прям очень-очень дешево стоил Serious Sam. Да я думаю, не буду я. Ты играл, так играй. У меня есть вагон, зачем я буду еще такие игрушки покупать? Я свои-то игрушки до пенсии не пройду. Я уже не стал туда залазить. Круто, это очень хорошо. На обзор, сам знаешь, от тебя требуется много времени, кроме монтажа сценарий, а это прям, это что-то. Да, там сразу быстро не получится сделать сценарий, запись, потом наложение, допустим, обработки звуковой дорожки, чтобы выровнять голос. Да, это, конечно же. Там много будет, времени. Да, ну это все понятное дело, то есть кто-то прям заморачивается, то есть он делает 6-7 минут, но прям чтобы, да, вот Серега пишет, допустим, я вообще не люблю возиться с нарезкой видео, чем проще, тем лучше. Да, но как раз таки работает наоборот, чем замудреннее, ну то есть как замудреннее, конечно, простота это понятно, но краткость такая, динамика, и как бы все равно люди от тебя в таких коротких, классных, нарезанных видео что-то ожидают. А если начал там просто где-то не под музыку переключился, переход пошел или еще что-то, то есть там не будет такого, что прям люди будут смотреть и такие вау, да, вот это вот вау, чтобы если ты это сделал, и ты потом сам такой сидишь вау, то, соответственно, да, вот, да, то сработал. То есть правильно нарезал, правильно что-то подобрал, правильно где-то смонтировал,
И любые вот эти вот монтажные фишечки, такие монтажерские, да, там, здесь как бы уже с оператором ты не можешь, то есть здесь как вот тебе камера виртуальная записала в игре, так ты должен радоваться. Но, Лежик, в понедельник тебя жду. Где ты меня в понедельник ждешь? Так, с этого места поподробнее, Наталья. Серега, да, вот Серега, вот Angry Wolf. Angry Wolf была только что на стриме у Сереги несколько часов назад. Наша Нюта. Поцелуйчики. Не знаю, что ты насчет, Наталья, говоришь, меня ждешь в понедельник? Я так что-то не понял. Напиши еще раз. Куда, чего, как ты меня ждешь? Я что-то не понял. Поподробнее с этого места. Так, я Толю найму. Конечно, наймет. Вот, кстати, Серега вот играет. Толян будет ему, Вахрам будет ему нарезать как раз-таки вот такую нарезочку будет делать. Серега тебя наймет. Будешь ему нарезки делать. Все, понял? У тебя уже работу нашли тебя в чате. Быстренько прям. Вот я сам не ожидал. Ну, я не против в качестве как работы. Да, если, Серега, будешь отдельно ему зарплату переводить там в тенге, в наша валюта на сервере тенге, то есть в казахской валюте ему в тенге переводи, Толяну за нарезки, все, Толян будет на работу будет не ходить, будет тебе нарезки штамповать, да? Я думаю, так, без проблем, но в тенге. Ах, в парке на скамейке у фонтана, наверное. Такс. Нормальный такой поворот. Я сейчас насчет парка не ожидал. Я собирался в парк, но не в понедельник, а завтра. Посмотрим, как погода будет. У нас сегодня такой дождь и ураган был, что мама не горюй. В соседнем городе тут вон деревья посрывало с корнями, тут машина поломала, дома. Страшно. Так, Серега уже ухахатывается. Да, то есть я смотрю на твои нарезки, у тебя сейчас сверху вот эти последние 6 роликов на канале, с 1 по 6 видно прогресс, то есть у тебя была нарезка номер 1 39 минут, нарезка номер 6 12 минут, в 3 раза меньше, да, там, и видно сразу, то есть и статистика на ней хорошая уже, и просмотры, все пошло это. И я больше чем уверен, там на этом ролике удержание хорошее, потому что уже ролик сам себе подгоняет. Ураган вообще жуть. Да, у нас сегодня ураган в соседнем городе такие вещи натворил. И он опять туча идет. Я не знаю, надеюсь, у нас ничего не натворит. Это пряжка дичь. Потому что у меня рядом лес, все может быть. Так что... Я просматривал с 1 по 5 номер. В 5 номере только у меня где-то 2 кадра зацепило. А остальные там тоже есть кадры. Ну, их надо отбирать снова, то есть это все дело смешивать, как рокировочка, то есть как на шахматной доске тоже так же получается. Да-да. И вот так вот я, в общем, соберу реально, ну, как бы интересный ролик, который действительно, ну, захватит аудиторию. Вон тебе, Серега тебе пишет, Толя, лови подписку. Понял? Анатолий. Серега пишет в чате. Спасибо. Спасибо. Ты смотри, как Серега, я на твоем месте бы обязательно написал ему комментарий, чтобы этот молодой человек тебе, соответственно, мог бы зайти, включить видос и, соответственно, подписочку оставить. Не могу без ложки пошлости, я знаю рабочий способ разминать руку, причем подходит для левой и правой руки. Я его случайно узнал, потому что живу один. Джаз, нет, у меня есть другой способ, у меня жена есть, и это самое, есть другой способ размять. Вахрам, прости, не поздороваюсь с тобой, я исправлюсь, приветики. Нет, Турция вообще другое государство, Крым не относится к Турции. Нет, Крым это Крым, а Турция это Турция. Так, как бы все есть, захожу на плейлист, Анатолий доработал плейлист, о чем мы с ним разговаривали, теперь если зайдете, вы можете посмотреть, то есть у него тематика, то есть игры в плейлисте и так далее, и так далее. Канал он рекомендует, наставник по дизайну и друг, а вот он, Гудмар, 1000 подписчиков, слушай, нормально. А вот и мы все здесь. Чеканок, Драйвер, Бархатов, Тимыч, Колдун, Денчик, Помойка, оба-на. Ну, смотри, я на всех подписан, кроме Гутмара. Ну, можешь Гутмару передать привет. Я сейчас прям во время стрима подписался на этот канал, чтобы вы видели попозже. Он вернется, у него уже осталось, ну, как бы времени где-то через... У него здесь как раз вот моя тема, короткие видосы, включил прям сейчас. Я даже знаю, что это такое. Ладненько, пускай будет, пускай работает на фоне пока. Так, что еще я хотел сказать?
Все это вроде бы хорошо. Мы с тобой уже разобрали 6 пунктов, именно которые относятся к тебе. Еще один такой немаловажный, последний, 7-й пункт, который я бы тебе хотел задать, такой, ну, как спросить. Это, подожди, я сейчас найду твой канал. Блин, у меня уже столько каналов здесь, и путаешься иногда, прям контента, вагон. Большой вагон контента, и все, блин, молодцы, и на всех подписка есть. Так, вот твой канал, вот твой видос. 7-й пункт, немаловажный, последний пункт на сегодня. Драйвер, удачного стрима, всем удачи. Тимыч, здоров, почему так на минутку только заходишь? Раньше чаще был и дольше оставался. Если еще глубже для турков, Крым был бы другим. Такс. Игры, которые сильно хотелось бы тебе поиграть, Толян, которые ты хотел бы сейчас поиграть. Вот 3, точнее, не просто игры, а 3 игры, которые хотел бы поиграть. Давай, рассказывай. Ну, Поведай нам эту тайну. Ну, хотелось бы, наверное, первая игра, это занимался друг, я немножко разработкой он занимался. Угу. Вот. Как-то я уже не помню, там про такая игра, в общем, как фильм про роботов, Да. про клонов. Название, хоть убейте, вылетело из головы. Ну ладно, скажем, это первая игра. Да. Еще 2. Ну, Hitman 3, наверное. Hitman 3. Hitman 3 я не играл, а IO Interactive тогда не вела, в общем, русский язык в эту игру. И, к сожалению, в общем, было бы неинтересно в нее играть, а сейчас они ввели, короче, русский язык, и это потрясно. И третья игра, которую ты прям хотел бы поиграть, но сказал бы, у меня сейчас нет какой-то финансовой поддержки на эту игру, или нет просто этой игры, или есть игра, но ты еще в ней не играл, хочешь поиграть. Я жду Space Marine 2, это про космодесантника из серии Warhammer. Окей, ну это уже такая игрушка, которая прям займет не один стрим, а прям надолго тебя затянет туда, я понимаю. Очень сильно. Я не думаю, что там действительно так будет все долго. Все зависит, конечно, от разработчиков. Первая часть я проходил, то есть в свободном поле, то есть у меня было как будто свободное падение от начала и до конца, то есть я ее проходил. То есть было очень интересно, и где-то за 7 часов я ее осилил. То есть очень интересная игра была. Space Marine 2 Серега пишет и 3 сердечка поставил, значит он понимает, о чем идет речь. Если он поставил 3 сердечка. Серега, кстати, кто не знает, канал Серега, вот у нас в чате находится. Очень-очень интересный тоже человек. У него прям богатая коллекция, много игр, играет прям в удовольствие, как и все мы, а не ради того, чтобы ему там что-то там дали когда-то. То есть очень интересный человек. Мы уже с ним так перемалкивались, я ему точнее писал на днях абсолютно, что хотел бы реально с ним увидеться. И с Вахрамом я не знаю, когда мы увидимся вот так вот, 1 на 1 вне стрима. Серега, поскольку живет от меня абсолютно недалеко, то есть я могу в течение 2 часов к нему добраться и увидеть его вживую, его коллекцию. Я надеюсь записать про это, конечно же, отдельный такой репортаж, такой большой видос, влог, я бы даже сказал, и вам показать в дальнейшем, в будущем, да, чтобы посмотрели. У него коллекция просто разрывающая, то есть геймеров, особенно там, да, в любых разных консолях, то есть в любых вариациях, все там. Заходите, у него очень такое разносторонние игры, контента прям море. У нас море контента, потому что мы занимаемся там, ну, то есть я занимаюсь тем. А у него именно вот эти геймерские, то есть по играм там прям вообще что-то, да, как какой-то рай. Такие вот дела. И думаю, Вахрам, в принципе, сейчас, если с Сэмом ты закончишь это все дело, там, то есть записи твои закончатся, такие какие-то нарезочки, потом будем смотреть игры, новые прохождения. Ждем от тебя, конечно же, нового интересного такого контента. Было бы, конечно же, да, очень-очень-очень интересно, что прям, ну, если ты говоришь Space, как он называется? Space Marine 2. И... Space Marine 2. Да, она уже, она, эта игрушка, как она, продается уже или как она? Можно уже ее купить? Просто... Я не знаю, она еще, наверное, еще скоро должна выйти.
А, то есть это еще даже она еще даже, то есть она даже еще не в открытом доступе в продаже, как я понимаю. Я пока не знаю, потому что пока что от нее нет вестей. Я только видел трейлер, и он мне очень сильно понравился. Ну, трейлеры, в принципе, для того и нарезают красиво, чтобы понравилась игра или фильм. Ну, Сам знаешь, там, это же все. там и геймплей показали, и он был великолепен. Врагов очень много. Ну, это хорошо. Ну, то есть такое, как шутер, все дела там, да, там, наверное, я думаю, Да. разные виды оружия, как я понимаю, раз уже на то пошло, раз такая пьянка, выйдет, скорее всего, осенью. Ё-моё. А я думал, блин, скажет сейчас через месяц, она говорит, Серега говорит осенью. Серега, если говорит осенью, то это, скорее всего, так и будет. Ну, Он- до осени недалеко. Он насчет этого, да, он наблюдает. Ну, как недалеко, дайте нам летом насладиться, пожалуйста. Я вас прошу, молодые люди. У нас вот только вот начало тепло, загар прилипать начал, а вы уже осень, мечтаете о осени. Да, нет, я просто имею в виду то, что время быстро летит, и раз, и не успеваешь уже оглянуться, и уже сентябрь, и там Да, это да. дальше. Это будет как в басне про вот это вот, как там, Крылова, да, там, про муха-цикатуха, или кто там была, там, я не помню, которая там все танцевала, там, и кто там была. Нет, не муха, а кто-то другая там была, которая ничего не делала, а потом бах, уже и лето пролетело, и все. Это да, такие вещи почему-то, это как и на работе. Вот когда ты на работе находишься, время идет. Как в отпуске у тебя прям раз, и ты вроде ничего не успел, да? Такое что-то мне напоминает. Толя, ты хотел ее купить на какую систему? А у меня выбора бы не было, Серега. Я бы взял ее на PlayStation 4, потому что на ПК вроде как ее, наверное, не будет. Я пока толком-то и не знаю. А, все-таки думаешь, что именно что это от PS, то есть от PlayStation все это идет с той стороны. Space Marine, когда я в Space Marine играл, я сначала скачал пиратку. Я поиграл немного, до половины дошел, когда он выходил, в общем, выпрыгнул с истребителя. И мне, в общем, это предъявление кинулась рамочка, что типа, что предъявите, в общем, настоящую игру. О, И мне так обидно стало. Я потом пошел, в общем, в Steam, и мне пришлось ее купить, да, мне пришлось там потратиться, ну вот чтобы как. в нее поиграть. Она реально меня очень сильно зацепила. Она в какой-то манере даже похожа на God of War, на Окей. Darksiders, на такие игры. У тебя PlayStation 4 получается прям, ну, твоя, да, то есть консоль, которая прям ты играешь, там все дела. Нютка спрашивает, где лайки, проверьте, кто не поставил. Так, кто лайки не поставил, конечно, проверяйте, это у нас Нюта, у нее есть гаечный ключ на 19. Just Play, ладно, пойду. Спидран по Майнкрафту собрался. Спидран по Майнкрафту я не знаю, но Майнкрафт у нас... Если в чате кто-то есть, кто с этой темой связан, конечно же, свяжитесь с каналом Just Play. Я вообще не в теме, что там с Майнкрафтом, стараюсь даже туда не смотреть в ту сторону, мне будет тяжело. Я на PlayStation 4 видел, то, что этот выход идет у нее. Ну, я не знаю, в основном с дележкой, в общем, то есть именно на территории России, потому что что-то там, проблема какая-то вообще с Sony произошла. И вообще смогу ли я вообще купить, приобрести, поиграть, то есть там, если она на ПК выйдет, то хорошо будет. Не будет на ПК, ну ладно, переждем. Да, купим тебе на 4. У меня просто есть, если бы у тебя была плойка 3, у меня прям таких топовых игр хватает. А вот именно на 4, конечно же, сейчас у нас тоже уже начинают потихоньку продавать в копеечных вариантах. Но я 4 так и не стал брать. У меня вот 1, 3, даже 2 третьих. 5 не знаю, я посмотрел на эти 5, я думаю теперь еще брать 5 или дождаться уже 6 сразу, кто знает, еще пока не знаю. Первая часть у меня есть на PS3, есть игра просто бомба, ну круто. На 190 гаечный ключик, только... все, я молчу. Классная прическа, драйвер. Спасибо большое. Я 5 недель ждал, дождался, то болел, то не мог ходить, то вот парикмахера не было, отпуск. Теперь выгляжу более-менее хоть как человек, я так думаю. Да, и кроме того, еще кто не видел сегодняшний влог, зайдите посмотрите, я наконец-то расстался с гипсом. И не забываем бога войны Рагнарёк.
Я не знаю, что это такое, но кто в этой теме шарит, он понимает, о чем Серега пишет 100%. Нет, Рагнарёк я тоже поиграл, кстати. Я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Я тоже проходил, в общем, God of War, тоже любил очень большой уровень, очень большой уровень сложности. Да. Побеждал я всех этих, как этих крылатых, поправьте меня, валькирий. Да, что-то есть там. Всех перебил, все нормально, все там замечательно. Тогда на старом канале проходил, очень сильно маялся, бомбил, но все-таки все вышло как надо. Это самое главное. Ну, опять же, если игра тебе приносит вот это вот удовольствие, да, ну, то есть ты кайфуешь от того, что ты там делаешь, да, это вот то самое. А если ты сидишь и играешь лишь ради того, чтобы у тебя был стрим или что кто-то смотрел на стриме, все-таки я считаю, это не то. Ну, если я вот игру начал, поначалу, блин, наверное, не то. А потом такой раз, как я разошелся, и хоп, такой, и мне игрушка понравилась, я потом уже сидел прям, ну, то есть я уже прям начал с удовольствием в нее играть. Сейчас у меня вот такая тема с Resident Village. Я первый стрим, когда включил, честно, я был в шоке от такого, потому что я подобную тему вообще... Браво, Макс. Мы сейчас никого не пиарим, только разговариваем с Вахрамом, так что добро пожаловать. А первый, говорю, стрим я начал, такой, блин, зачем я вообще сюда пошел, потому что это вообще не моя тема, то есть я в таких рода игрушек никогда не участвовал. А здесь так попал. И у меня много таких еще на плойку есть купленных, которые я еще не начинал играть, то есть коллекция хорошая, но много которых я вообще даже не трогал. Получается так, то что, блин, зацепила нам все-таки на второй стрим меня эта игра. Слава богу, я очень рад. То есть, опять для меня какое-то такое новое что-то есть. Я думаю, в этом плане, если, когда ты закончишь Sirius M, и если у тебя появится интерес, да, именно у тебя, чтобы ты начал игру, я не знаю, были у тебя какие-нибудь такие мысли, нет, чтобы именно начать игру вообще не в твою сторону, то есть попробовать себя в каком-то другом виде, в другом, не виде, как бы, жанре игры. Хотел попробовать себя в файтингах, очень сильно смотрел блогера Джонни, есть такой блогер. Да. Приятно смотреть, как он играет, именно какие-то он делает интересные вещи. Я помню, там когда-то было дело, закрыл, в общем, себя глаза, в общем, повязкой, и играл, в общем, против реальных игроков, и он их побеждал. Ну, конечно же, разумеется, он с каких-то попыток это делал. И совершенно этот челлендж его попросили сделать, конечно же, за донат. Вот, это было потрясно, это выглядело как бы, то, что он действительно все это получил, он эту систему как-то подстроил под себя, и он великолепно как бы игрок. Но мне до этого далеко, как бы, до файтингов, потому что, чтобы понять вот эту вот дистанцию и вот эти вот все набор кнопок, я пытался это сделать. Да-да. Я даже бота не могу побить-то нормально толком-то, да, там на лестнице. На специальной, там, где с бойцами драться, потому что я не знаю всех этих комбинаций. И, допустим, я так думаю, тренера бы в этой механике бы не помешало. Но такого, к сожалению, нет, и приходится что действовать, чем действовать. В общем, что есть у меня, то есть. Супер. Но Юля, привет, здравствуй, Юль. Я все-таки хотел бы поправочку сделать небольшую в такой... Киберспорт в одну игру все-таки нам удалось тебя уже затащить. Я думаю, да, Бравхава. Уже все, кто видели стрим, где участвовал Вахрам вместе с нами, а был еще Денчик Помойка и даже Мага Гелендваген Drift Channel, который в принципе человек, связанный с тем, чтобы какие-то машины запускать боком по GTA 4, по драйверу, там, да, резина, тюнинг, а тут, в принципе, он бойцом стал, и такая собирается у нас небольшая команда на будущее, да. Я очень рад, что ты все-таки решился на этот шаг, попробовать. Игра, в принципе, простая, на первый взгляд, да, но ты сам видел, то есть все равно здесь надо какая-то должна быть тактика, да. У каждого бойца есть, конечно же, набор всяких комбо. Это я уловил, это внимание. Все это я увидел. На каждое оружие тоже есть свои комбинации.
и каждый персонаж, он делает все свои возможности движения по-своему. М. Да, Денчик с нами был сегодня, не знаю, он еще сейчас здесь нет. Очень рад тебя, конечно же, я тебе хотел еще рассказать. Гав-гав, Кристан, здравствуй. Еще раз, конечно же, как сказать, рад был бы тебя видеть, если мы будем в будущем играть там в БХ, на Браунхала, и было бы очень неплохо. То есть последние стримчики я прям создавал там команду, там можно делать всякого рода настройки на команды, и я делал команду, где мы дрались прям против компьютера, то есть мы против ботов, да, и это прям тема, то есть тогда уже ты силы свои, да, и там прям ты настраиваешь настройки прям как положено, это очень интересно, и это хорошо, что, ну, я рад, что удалось. Было уже сколько, получается, 5 людей, которые все-таки рискнули, этот шаг сделали, и у них получилось неплохо. Юль, чего, когда, куда? Юль, не надо Юля на Трова, не вздумай Юля на Трову уходить. Ты до сих пор еще честно держишься, держись, мы здесь все. Если так дальше пойдет, Трова вообще можно аккаунт будет убирать. Я уже вчера видел про Трова видос на ютубе, что там нужно делать, чтобы там что-то получилось. Это прям дичь. Да, что я еще хотел сказать, быстренько, пока не забыл. Круто, ну то есть я всегда приветствую, если из вас кто-то вот играет, допустим, долго в шутеров или долго в какие-то там гонки, потом себя решил попробовать сделать тот шаг, попробовать именно в другом жанре, только за, соответственно, да, ну, это было бы очень круто, то есть, опять же, мы играем в эту игрушку чисто вот так вот по фану, отдыхаем, не так серьезно воспринимаем, то есть, если проиграл, восприми эту, как бы сказать, этот проигрыш как просто, ну, проиграл, то есть, как говорили раньше, не корова проиграл, мы играем для себя, для души, тренировочка такая, все, можно сказать, да. Конечно же, игра, она относится в тему киберспорта. Меня до сих пор удивляет, то есть проходят настоящие матчи, где реальные призовые фонды есть, там все дела, то есть киберспорт. Я вообще просто был сам в недоумении, игрушка прикольная. И все, кто, конечно, захочет с нами поучаствовать как-нибудь на стримчике, в команде, в тренировке, то есть в таком, да, общение в Дискорде, игра в БХ. Когда ее будешь стримить, Кристан, скорее всего, на выходных. Сегодня не знаю, сегодня, может быть, даже будет Амонг. Я еще пока не обещаю, ребята, потому что сейчас мы здесь поговорим, а потом уже будет видно. Ну, то есть, все, кто вот решит что-нибудь поменять, какую-нибудь игрушку, всем, конечно же, очень желаем в этом пути, да, отличного прохождения, чтобы вы через стрим, через 2 поняли, что это все-таки правильно вы сделали выбор, как-то, чтобы вы получали вот это удовольствие от игры, как многие со мной, конечно, согласятся, потому что, как я смотрел людей, и сам даже я чувствую, если это мне игра не нравится, или как раньше было на PlayStation не нравится, все, диск вытащил, у меня игры есть, там, 20-30% прошел, выключил, все, не нужны. Так что это такое дело. А так, если, в принципе, тебя игра зацепила, и ты прям все прешь, это круто. Я зацепился за нее только с того, что там есть очень, ну, реально спортсмены, в общем, там, которые, вот, я вот видел, то, что там спортсмены есть же, Крей, там, да. Да, но они реально, у них 300 часов, 300 часов. То тренера есть, как бы, все, учиться есть на чем, как бы, двигаться тоже, как бы, все это. Да. Вот такая вот, смотри, мы ее воспринимаем такая, как фитнес-тренировка, да, просто сидим, общаемся. Сейчас команды сделали, говорю, те товарищи, наши друзья, которые играли только на тачках, боком наваливали, они начали с нами играть в БХ, и причем, если ты говоришь, прям, это долго не обсуждается, то есть я последний стрим начал в течение 5 минут. Будем играть? Да, будем. Я включаю OBS, делаю на YouTube название стрима, все, полетели. Вот так это было, представляешь?
Ну, то есть, Извини, я перебью. Мы нет, когда начали тогда играть, я такой говорю, давай по фану поиграем же, ведь да, там ничего такого думать-то не будем, да, по фану, блин, я что-то меня так загрузило вообще, как капец, блин. У меня ты это, сильно вошел в тему, прямо мы чувствуем. Потому что да, мы сидим-то разговариваем, говорят, Толян, а Толян там прям серьезно все. да я там просто на крае отвлекся, и мы там это рубились, Я понимаю. Нет, конечно, хорошо, почему нет? Ну, то есть, здесь, смотри, эта игрушка того или иного рода, плюс Bartleby Video Games, Юрец, привет, привет, я видел, что ты здесь, Кольтыч, здравствуй. Это просто того или иного вида игрушка, что ты здесь как раз-таки отдыхаешь от своего монтажа, от своей работы, да, от Sirius Sam, ты с ним много очень времени провел. И здесь, как бы, тебе, знаешь, какие-то свежие новые мысли, может, после этой игры какие-то новые у тебя идеи в голову придут, допустим, знаешь. Я насчет этого имею в виду. Чтобы здесь, как бы, ты такой отдохнуть от всего того, что у тебя 2 последних месяца тебя сопровождало, 3 месяца даже, да, чтобы ты прям что-то абсолютно новое. Это вот как вот равносильно, если ты будешь делать все время отпуск в одной стране, а потом через 5-6 раз все-таки... А давай-ка в другом месте где-нибудь посмотрим в отпуске, знаешь. Ну и с игрой то же самое. Надо новое место, новая обстановочка, новое, допустим, вот эти вот все, да, окружения там. Вау, Hot Games, мне посылку ждать. С удовольствием бы отправил. Так, приехать хотела. Bartleby, да. Все здесь, и Just, Юрец, Юля, Нюта, Денчик, Кристан. Ё-моё, красота. Блин, всем огромное спасибо, ребята. Я так рад, что вы здесь. Вы не представляете даже, потому что перед стримом у меня уже тут 3 часа в группе поддержки, 7 каналов до этого работало прям. А потом что-то все повыключали стримы почти что в один момент. Непонятная причина. Супер. Как-то так. Такие вот были вопросы небольшие. Тут даже я что-то начал много разговаривать под конец стримчика. Вообще непонятно почему. Да, мы не знаем, куда поехать. Муж хочет... Ну вот. На море, конечно же, к Юле надо. Поговорили с Фахамом, пообщались с чатом. Я тут еще хотел добавить, Да. если вы хотите, допустим, поиграть и ощутить какие-то эмоции, то есть я тогда, когда я Sirius Sam проходил, это было очень давно, я еще, наверное, в школу ходил, и на туристе играл вот просто вот, а потом решил попробовать, через какое-то время, мне что-то она не зашла, блин, потом через какое-то время я усиленную сложность поставил, и она вот прямо вот обрела какие-то краски. Вот это вот было на самом деле интересно. Вот, и она меня очень сильно зацепила снова. Вот. Так вот. Да. То есть играйте, ребята, в игры на высоком уровне сложности. Я средний. Если меня игра зацепит, я потом могу сложность поднять. Но вот... Это, конечно, да. Высокий уровень сложности есть такой. У нас есть товарищи, которые прям... у них прям это цель такая. Ну, кто-то смотрит это как на обучающий какой-нибудь вид. Я в основном, мне что-то вот интересное, допустим, идет, и я, может быть, что-то там скажу, что-нибудь как-то что-то в виде комедии. Потом это все надо будет, потом после этого все дособираю. Да. Ну да. Ну, по крайней мере, вот осталось после того, что там играл, тут какие-то нарезочки, да, видосики. Плюс, конечно же, есть и несколько других игр. Но я все-таки думаю, это только начало. То есть ждем обязательно в следующие дни, в следующие недели новый контент на твоем канале, да, чтобы он был более веселым. Каких-то жду шуток между стрельбой. Ждем. Может делать какие-нибудь вставочки, я не знаю, прям, да, ну. Есть вставочки. На 6-м выпуске я понял, что для меня, что есть какие вещи, как их отделять, допустим, от кадра. И Да. я хотел запустить их как фишка. Ну, я думаю, вы посмотрите потом, когда, в общем, я пересоберусь завтра. Завтра 2 выходных как раз и займусь работой. Есть время на монтаж чуть-чуть.
Да, есть время. Ну, не забывай, компьютер не все, выходи на улицу, свежий воздух тоже Ну, это никто разумеется. не отменял. Серега, ребята, всем до встречи. Серег, тебе большое, огромнейшее спасибо. Если все будет нормально, Серега, который был в чате, у нас вон игрок с большой буквы, Благодарю за будет, да, будет у нас на следующей неделе Серега тоже, кстати, вот также по вопросам проходиться обязательно. Да, Серега, за подписку тебе, конечно, огромнейшее спасибо. Теперь у тебя 43. Зайдите, пишите комментарии, по комментариям друг друга найдете и сделайте, соответственно, взаимочки там какие-то там и т.д. и т.п. Серег, пока. Я ж с ума сойду. Юля, с ума не сходи, это нехорошо, а то потом будут члены семьи угорать, что у тебя глаз дергается. Только не во время нервоза, а именно постоянно. Это будет очень весело детям, а мужу уже будет потом не до смеха с тобой. Серега, удачи, до встречи. Да, спасибо, Серега, что забегал. В принципе, уже есть такой намек, небольшой спойлер, что на следующей неделе, скорее всего, даже это прям будет в начале следующей недели, мы будем о вот таких же вещах разговаривать с каналом Серега. Соответственно, вы уже потом увидите больше и услышите. Я слышал с ума, я слышал, блин, сейчас я буду петь, мне авторка прилетит, где-то я это уже слышал, Денчик. Такие вот дела. Как тебе вот после вот этого часика общения, то есть час рассказывал о себе, что хотел бы выделить или дополнить, или пожелать кому-то что-то как-то? Давай, делись. Ну, что хотелось бы добавить, что те вещи, которые я приобретаю, в общем, был бы очень сильно рад этим поделиться. Кто-то, может быть, какой-то у каждого своего, и как бы тот, кто хочет создавать контент, у него есть своя концепция, он по-другому говорит, он по-другому шутит, и какие-то другие слова, и вот это все именно объединяет, то есть человека. То есть он не как именно как-то в похожей какой-то сфере, да, как у других блогеров идет, а именно как он принимает именно свой облик, какой у него есть. Вот. И я сейчас наконец-то надеюсь, что с проектом все у меня сложится, и я научусь опять новым штукам, и кому-то, если будет очень сильно интересно, я могу просто рассказать именно, как это все делается. Вот. Отлично. Ну, как-то вот так. Ссылочка, а вон уже и Денчик ссылочку забросил, и я. Ссылочка в закрепе в чате, конечно же, на этого молодого человека, которого сейчас видите, вот канал на экране у меня показан, и он нас тоже всех показал здесь чуть-чуть, егошний весь видеоконтент, нарезочки, его пока здесь много нет, но будет больше, потому что канал, как бы, ему только был год, но поскольку это все такое вот в начале всего, в начале вот этого пути, надеемся, конечно же, ждем от тебя больше контента. Всем огромнейшее спасибо, я просто обалдею от этой публики, смотри, от наших друзей в чате, подписчиков, смотри, что творят. Научите меня, как брать ссылку я с телефона, обязательно научим. Это вот тоже делается там просто. Научите меня, как брать ссылку есть с телефона, с приложения. Ну, зайдешь в телефоне на приложение, зайдешь на канал, сверху, справа в углу там точечки такие, нажимаешь его на поделиться, что ли, там по-русски написано вроде бы. И потом копируешь ссылочку и здесь отправляешь. Юля, сердечки. Ой, Юль, спасибо. Спасибо всем, конечно, что вы были здесь. У нас прям, я смотрю, прям стримерский такой чат, стримеры, геймеры, тут все игроки. Да, и в принципе у каждого есть свой канал, каждый занимается контентом, и все понимают, как это непросто и круто, да, что есть наше такое изобилие, разнообразие, котятки. Да, именно всем за это вам огромнейшее спасибо. Вы лучшие, это даже не обсуждается. Я сейчас сделаю небольшую, конечно же, паузу, а потом продолжим, скорее всего, с какой-нибудь игрушкой. Такие вот дела. Вам всем за участие. Прям большой рахмет, прям огромнейшая человеческая благодарность.
очень рад активности в чате, прям, что вот так все. Я думал, ну, поначалу как-то начали, никого сильно не было, говорю, но, скорее всего, подойдут и будет круто. И, конечно, я смотрю на время сейчас, у нас такой еще маленький барьер в часовых поясах, то есть сейчас кто у нас в чатике находится, у кого-то 12 ночи, у кого-то 10:30, там, да, у кого-то только там 8:30 или 9:30, такая тема. Так что, кто соберется через 5-10 минут спать, вам спокойной ночи. Кто еще будет на ютубе, то добро пожаловать и на следующий стрим. Заходим, общаемся, не стесняемся. И всем вам, конечно же, отличных выходных. На выходных будет контент у меня на канале, как обычно, и не один. Так что всем добро пожаловать и ждем от Вахрама, от собеседника сегодня моего отдельного контента, то есть в следующие дни, чтобы у него будет что-то новенькое на канале, интересное. Сейчас время есть, сам сказал, на монтаж. Это будет круто. Отличный и полезный стрим. Спасибо, познавательно. Да, благодарю вас за эту активность в чате. Пишите же, конечно, ваши пожелания под этим стримом, как стрим будет опубликован. Кто, если хочет со мной также поговорить через Discord, вот здесь пообщаться, показать его канал, обязательно мне пишите также в комментариях под этим видео. И уже есть какая-то небольшая уже очередь, кстати, образовалась. Но поскольку у меня еще есть несколько дней прям свободных, на следующей неделе можно будет это сделать и с вами. Так что всем добро пожаловать. Здесь как бы все на добровольной основе. Если у кого-то есть время, желание поговорить вот так, то вместе сперва соединимся, созвонимся, обсудим пару деталей и вперед, в принципе. Такие вот дела. Желаю новый дом, шучу. Ничего себе, шуточки у вас. Такие вот дела. Так что спасибо, Вахрам, тебе за участие, что принял эту просьбу, приглашение. То есть Чеканок сразу же прям откликнулись на эту тему. Очень рад. Этот стримчик еще будет не только на канале, а именно в плейлисте специальный гость. И так будет со следующими. То есть специальный гость, у меня есть плейлист. И там уже, где у меня стримы совместные с кем-то. Да? Но в основном, конечно же, наши друзья, коллеги, ютуберы, подписчики. Такие вот дела. Тебе еще несколько слов. Ну и, в принципе, на этом стримчике, думаю, все. Благодарю, ребята, то, что были на канале. Спасибо огромное драйверу, что я был у него в гостях. Спасибо, что вы меня послушали. Спасибо за подписки, кто подписался. Буду работать над собой, буду работать также над контентом и, конечно же, ребятам, которым я проникся, буду им всячески помогать. Это в любом случае. И чтобы вы понимали, как я проникся, это получается, я прихожу с работы, очень уставший, включаю ребят, которые мне очень задели, и как бы мне они нравятся. И я не так, то что взаимно там захожу, там ставлю этот лайк, там еще что-то, я остаюсь с ними, потому что с ними интересно. И возможности можно интересно там напастить какой-то словарный запас, посмотреть какие-то интересные подстройки именно в плане разговорной речи. Мне это интересно. Супер. Отлично. Ну что, так-то продолжим в следующий раз с нашим следующим специальным гостем. Тебе спасибо. На этом, конечно, этот стримчик наш подходит к концу. И я, как всегда, говорю вам, продолжение следует. Пока. Да, до скорого. Увидимся. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of
of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with